говорится, все впереди. Как вам, ребята? На сусликов, говорит, охотится. Цыганская Бинелли, мой выбор. Он говорит, нет, солнышко, я на тебя потратил всю жизнь. Вот. Как говорится, тот же, только вид сбоку. Да. Так, ребят, мы переместились в магазин «Арсенал», что находится в городе Москва, как ни странно. Алексей. Давид. Давид у нас с нами в кадре. Так, Давид, что это у нас тут за цыганское оружие такое? Это АУГ Штейр, а первый в цыганском обвесе. Настоящее золото, 19 карат, все как нужно. Стильно, модно, молодежно. 223 Ремингтон подходят стандартные магазины, то есть это вообще стандартный классический АУГ в 223, но с позолотой, причем позолотой всего, вплоть до того, что позолочен даже затвор. То есть внутри некоторые элементы позолочены. А первая модификация, то есть у нас тут полуторакратный прицел, на нем сверху механика с прорезями. Стандартный 10-зарядный магазин, тоже, кстати, позолоченный. В общем-то, ну, скажем так, PUBG Edition, наверное. Для затравочки, да, людям. Вообще суть-то, конечно, не об этом. Это мы дальше вам тоже начнем рассказывать, показывать, что в этом прекрасном магазине есть. Прикол. Да. Ребят, кто не в курсе, вот эта сигара, это 50-й Барретт калибр, 50-ка, так называемая. Это вот в фильмах можем, да, сказать, Рэмбо, например, Рэмбо 4, по-моему, там симпатичный такой мальчик в этой стрелял по вьетконговцам, и они впятером разлетались от одного выстрела. Это вот оно. То есть, да, дульник такой, мы тоже постреливали с него, что откалывается бетонная плита. Ну, в прямом смысле откалывается. Вот интересный, кстати, калибр, тоже в арсенале есть и патроны, и оружие к нему, сейчас чуть позже покажем. Это чего такое? 600-й Нитроэкспресс. Слонобой по слонам, по тираннозаврам, по летающим тарелкам. НЛО, да. Да, что-то такое сбивать. То есть очень, скажем так, очень тяжелая пуля, очень высокой массы, которая летит на средней скорости, и при этом из-за того, что она тупоголовая и имеет очень большую энергию, она передает всю эту энергию телу, соответственно, останавливает абсолютно любое живое существо. Класс. То есть там, скажем так, с запасом. Ну да, и летающую тарелку тоже, да. Это 308. Ну, нет, это понятно, вот он же у меня на руке. Да, для сравнения. Это наш любимый, да, 308. Вот для сравнения, мой, кстати, самый любимый калибр. Жень, подойди с ними поближе. Вот, чтобы вы понимали, вот это 308, ребята, это не 223, вот 308, вот этот вот слонобой. А вот давай еще. Как вам, ребята? На сусликов, говорит, охотится. Расскажи нам, пожалуйста, чего у вас вообще за магазин-то такой замечательный? Давно ли вы работаете? Да, работаем очень давно, уже больше 25 лет. Да, занимаемся в основном охотой и высокоточкой, то есть спортивная стрельба, охота. При этом занимаемся европейскими ружьями, европейскими карабинами и американскими карабинами и ружьями. В основном упор на манлихер, блазер, то есть охота, высокоточка, нарезная. Некоторое количество американского оружия сейчас стало поменьше. Ну, например, есть Барретт, тот же самый. Да. HS Precision, POF Revolution в 6.5 Кридморе. Скобы Генри уже нет, наверное, да, никакого оружия. Не осталось. Кстати, совсем недавно у нас был комиссионный со скобой Генри Винчестер 1895. Это Винчестер, русский Винчестер, то есть это специальный Винчестер в 762-54R, который делался для русской еще армии императорской 1895 года. Состояние было около идеальное, там, ну, для тех годов. Я даже знаю, кто его купил, мы с ним общаемся, я понял про кого. Ну вот, отличный карабин. Но мы к нему не поедем, в этот раз в следующий раз приедем сюда. У него много там чего есть интересного. Да, он же взял, кстати, Спрингфилд 517. Да. То есть там любитель-коллекционер. Я к нему, да, поеду попозже. Любитель оружия, да. Опередил меня, хотел я его потискать. Да, с него вообще стрелять очень интересно, потому что винтовка приличной массы, и из-за скобы Генри у нее центр массы ровно в середине. Класс, вот и это круто. Да, то есть держать удобно, она тебя не перевешивает ни в какую сторону.
Блин. Да, и при этом держать на прицеле, да, удобно, конкретно, и отдача поэтому чувствуется немного иначе. Не как у стандартного винтовок, когда есть перевес на ствол, ее немного клонит назад, а это просто рывок назад, и винтовка возвращается прям в прицельную линию. Это я к чему, ребят? То есть в арсенале вы иногда даже можете такие вещи встретить. Опять же, ссылочки на арсенал мы в описании все оставим, чтобы, ну, можно позвонить всегда было узнать. Ну, прикиньте, такая вещь. Это, ну, это что такое? Так, предлагаю начать. А вон, можно с этой витрины начать, кстати. Вот, кстати, верхняя вот эта, да, это наш CNC Guns Custom обвес, я так понимаю. Что такое торговая марка CNC Guns Custom? Это 10 лет опыта механической обработки металлов и композитных материалов в сфере авиационного строительства. Совершенно верно. Да, вон он подписан. Сейчас покажем, повертим, покажем. Это у нас охотничий вариант. Можно сказать, да. Вообще его можно использовать и в спорте, и в высокоточке. Фишка, особенность этой ложи в том, что у нее ствольная коробка имеет горловину магазиноприемника, как у классической версии. Ага. Но на классическую версию есть удлиненные магазины, 8-зарядные. То есть, если вам нужна такая ложа в спорте, вы можете присоединить 8-зарядку и спокойно гонять в спорте. Класс. Это вообще можно. Класс. При этом баланс у этого ложа очень интересный, то есть она сбалансирована именно под спорт, скажем так, и при установке оптики. Давай посмотрим. Да. Держи. О, ну так тяжеленько, это хорошо. Да, это она хорошо. тяжелая такая. Так, вот, кстати, ну вот он, да, наглядно давайте. Так, по ощущениям, ну, я не буду ничего сейчас регулировать. Приятно. Как в балансе. Нравится. Да, хороший. Ну, понятно, так, все у нас чисто. Угу. Так, складной приклад у нас опять, да? Совершенно верно. Очень удобно. Ну, я так понимаю, он, наверное, стрелять не будет с складным прикладом. Нет, Хотя... он будет стрелять, просто это бессмысленно. Нельзя. Бессмысленно, да. и нельзя. Да. Хотя, может, кстати, здесь и проходит. Тут По ГОСТам проходит, проходит, да? да. Потому что ствол 60-й, ой, да, 60-й. А, ну да, тогда проходит. Так, а интересно, а ДТК тоже их? Да, это под финскую банку. У него здесь снаружи... Сейчас тоже Guns Custom делает? Нет, это именно это манлихеровская родной прям оригинальная банка. манлихеровский. Да. То есть внутри тут резьба 18 шаг 1, а сверху тут под финскую банку резьба. Класс. То есть можно снять вот эту шайбу, под ней будет резьба под быстросъем. Я понял, ага. Из интересного у этой винтовки, как у любого манлихера, тут у нас есть... Можно покажу? Да, конечно. Тут у нас... у самого ОСМ есть три положения. Ага. Соответственно, мы видим, что боек взведен. Ага. Дальше у нас есть положение, когда у нас видна красная точка, это значит, что винтовка готова к бою. Следующее положение предохранителя – белая точка. Красная прячется, мы видим белую точку, значит, что у нас блокирован УСМ. Класс. То есть спусковой крючок не нажимается, но затвор все еще свободен. Класс. То есть если нам нужно разрядить винтовку, это идеальное положение, безопасное, тут никаких проблем. И следующее положение – это выведенная кнопка наружу, серая кнопка. Она блокирует не только УСМ, но и затворную группу. Она никуда не двигается, и в этом положении мы можем рукоятку прижать к ствольной коробке, тем самым переведя винтовку в походное положение. Она становится уже, со сложным прикладом, ее легко можно сложить в специальный ранец. Соответственно, чтобы снять с предохранителя, мы просто переключаем предохранитель, все. Пожалуйста, все, винтовка готова к бою. Вот. Еще одна особенность манлихера – это регулируемое положение спускового крючка. То есть мы можем отрегулировать, если есть шнеллер, и, соответственно, мы можем отрегулировать положение спускового крючка, под него есть специальное вот отверстие. Отверстие, скажем так. Это штатный ОСМ. Класс, класс. Да, это спортивный штатный ОСМ, есть охотничий. Я его тоже вам чуть-чуть позже покажу. Там еще есть шнеллер. То есть есть специальное положение спускового крючка, которое позволяет производить выстрел без хода крючка абсолютно. Так, шикарно, вот это я любитель, да.
Да, когда ход, совсем маленький ход. причем, кстати, можете попробовать, какой ход самого спуска. Класс. Очень хороший спуск. Класс. Да. И это штатный завод, то есть мы ничего не делали, с завода он сразу так настроен. Блин. Да. Ну, так, а это у нас, кстати, Манлихер, это кто, немцы? Австрийцы. Австрийцы. Ну, Да, и, это Штейр. То есть, как говорится, тот же, только вид сбоку. да. Вот как раз-то Штейр, это Манлихер, то есть это одна и та тоже же они. фирма, Ага. да. Только это у нас вот в CNC ложе. Ага. Давайте я сейчас покажу аналогичную винтовку, Давайте. которая по характеристикам будет близка На ты предлагаю перейти. Давай. вам. Ну давай. Да. Хорошо. Мы как-то так тоже со зрителями обычно на ты. Чем мы, как говорится, Да. все свои. Аналогичная винтовка. Ага. Сейчас я покажу. Значит, одну секунду. Ну да, действительно. А выглядит как по-другому сразу. Да, выглядит абсолютно по-другому, но вообще это аналогичная винтовка. Так, а это у нас тюнинг. Это штатный обвес. Это штатный обвес. Да, тот Австрийский. совершенно верно. Вот, из интересного, если мы посмотрим на эти две винтовки, не учитывая калибра, это у нас 6,5 Creedmoor, это у нас 300-й Винмаг. Не учитывая калибра, в общем-то, у них очень много абсолютно одинаковых частей. То есть, если бы это были винтовки в одном калибре, у них были бы одинаковые ствольные коробки, одинаковые стволы, одинаковые дульники, одинаковые затворы и одинаковые УСМы. То есть, даже учитывая, что эта винтовка делалась из классической винтовки, а это у нас сразу тактическая, все-таки у них корень, скажем так, основания одно и то же. То есть, по факту, мы берем любой Манлихер, самый классический, там, второй или там SM-12, крутим на него тяжелый ствол, кладем в любую CNC-ложу, у нас высокоточка. Класс. То есть это такой конструктор, да, его перекручивать стволы не очень практично дома, но да. вы один раз перекрутили его, собрали, пристреляли винтовку, и у вас получается из охотничьей винтовки получилась высокоточка. Так, вы официалы Манлихера. Да. Ага. Понятно. Я вообще, ребят, кто меня смотрит, мы с Манлихерами связываемся первый раз. Ну, видимо, в Самарской области у нас, я, честно говоря, даже на слуху нет. То есть, чего только нету. Вот Манлихер вообще первый раз вижу, и ни разу я с него не стрелял. Ну, как говорится, все впереди. Так, мы вот все-таки нашли, да, у нас Манлихер такой же, но вот это у нас CNC Guns Custom, да, все полностью причем. А это у нас родное. Да, родной карбон, совершенно верно. Родной карбон. То есть это одна и та же винтовка, абсолютно. Ствол, ствольная коробка, затвор, УСМ у них одинаковые. Но здесь у нас CNC-шная ложа, которая больше под спорт, под охоту. А здесь у нас карбоновая ложа, которая больше под горную охоту. Каждые там 100 грамм очень имеют значение. Да. Соответственно, они пытаются сэкономить на массе. И они много выстрелов не делают. Им нужно сделать 1-2 выстрела. Ох, да. Соответственно, разница. Сэкономили, скажем честно. На массе сэкономили. Блин, я весы не взял, они в машине. Ну да бог с ним. Тут прям так чувствуется, что они тяжелее. Я могу, кстати, принести. Да ладно уж. Но тут у нас все прописано, потому что это у нас весит 5,9. Это которая CNC Guns Custom, да, Да. вес? 5,9? Да, а это 4,8. Ну считай, килограмм. Да. Но Килограмм. все-таки Килограмм CNC 100. могут сделать и полегче, но их задача была под такие калибры сделать, в общем-то, универсально. Да, однозначно. Я бы наоборот еще больше, я бы даже груза добавил. Ну, это тут понятно, можно для же. высокоточки, М-локи, да. То есть тут можно груз добавить, тут и крепление как раз-то под высокоточников, под треногу есть. То есть она универсальная ложа и под высокоточку, Ну и да, под да, охоту. арка так называемая, Да, крепление. арка рейл. Да, совершенно верно. Класс. И под QD антапки у нас есть крепление. То есть Класс. ложа хорошая. Причем у CNC ложи есть еще особенность, приклады взаимозаменяемые. То есть мы при складывании Ух ты, приклада я не знал, кстати. могу. Дайте я вам покажу. Ну давай покажешь, да, так, давай, класс. Только я не смогу их перекрутить. Не инструментов. надо. Класс. Вот это, кстати, мы и не сказали. Очень здорово. Да, вот это так один из аккуратно, типов да. приклада. То есть, ты про что говоришь? Что мы можем взять вот этот приклад, открутить и поставить вот этот? Совершенно любой. То есть там их Шикарно. 5 видов. На CNC-шную ложу вы можете на любую ложу поставить любой приклад. У них Класс. посадочные места одинаковые. Класс. И при этом они меняются дома, то есть там не нужны никакие инструменты. Просто складываете приклад, выкручиваете винт и меняете один на другой. Ну, если нужно, там, это более самый легкий приклад, у них М10.
Он под охоту подходит как раз-то, когда вам не нужно вот эта вся высокоточная фишка, когда вы в треногу упираетесь, в подушку. А это вот более такая, более высокоточная тема. Класс, класс. Ну что, молодцы, CNC Guns Custom. Да. Вообще, честно говоря, вопросов нет. Так, пойдемте дальше. Ну, слонобой, ребят, вы просто, Жень, подойди, покажем. Вы посмотрите, толщина ствола какая. Я такой первый раз в своей жизни вижу. То есть у меня ощущение, что мы снимаем пулемет 12,7. Просто какой-то с БТР сняли, как будто ствол, и снимаем. Это вот, напоминаем, патрон. Слонобой, так называемый. 600-й Nitro Express, да. Это кошмар. Ну, весит, как вы понимаете, это очень тяжелая штука. То есть на пешую охоту ее с собой, честно говоря, я не представляю. Ну нет, при желании это, конечно, можно и, как говорится, да, известная поговорка есть, но... Весомая штука. Да, из интересного, пожалуйста. из интересного тут настолько высокая отдача, что стоят специальные крепления, которые специально подавляют импульс отдачи. То есть, чтобы на оптику не передавался импульс на все 100%. Класс. Специальные крепежи. Соответственно, оптика тоже под него не вся становится. То есть Swarovski встает, но какую-нибудь более дешевую оптику я бы не советовал ставить, потому что не факт, что удержит. Но на таких калибрах оптика особо и не нужна. Ну да, да. Все-таки это слонобой. То есть вес у него специально такой увеличенный для того, чтобы импульс отдачи гасить именно самим. Ребятам скажем, да, кто не знает, нормальный, ну такой импульс отдачи это 1 к 200. То есть 200, ну одна, грубо говоря, у нас как один берется вес боеприпаса, и 200, соответственно, это. То есть, если соотношение у нас у калаша там 1 к 400 получается, а то и к 500 практически, ну там у Орсиса туда же, ну то есть понятно. А здесь, ну, я думаю, тоже, да. Да-да, то есть. Так, вот это, походу, первая Бинелли в моей жизни, которая мне нравится. Золотая. Цыганская Бинелли, мой выбор. Да. Но кайф. Легкая, ну понятно, это что тут про него рассказывать, у нас 100, блин, видео про эти Бинелли. Убираем обратно. Но цвет, ребята. Так, у меня вопрос сразу. Вот захочет человек себе купить такое ружье. Могете? Да. Например, вот кто-то другой его купит, а он тоже захочет такое. Можете? В теории возможно, конечно. В теории возможно, надо проверять. Зависит от конкретной модели оружия. Ну... Ага. Тогда вопрос другой. Вы сами это делаете или нет? Нет, мы сами не занимаемся, но заказать. Ну, заказать, возможно. В принципе, можем, да? Повторюсь, ссылочки на магазин все в описании будут. Убираем. Это у нас Манлихер. Full stock в диете 3/62. Ух ты, это мощный калибр. Охотничий, хороший. Хороший, да, плотный такой калибр. Ребят, обратите, пожалуйста, внимание на отделку. Сейчас переверну. Это удивительная работа. Я бы даже сказал, если честно, фантастически. Я так понимаю, здесь настоящее золото, скорее всего. Совершенно верно. Не знаю, правда, это серебро или нет, сочетание, но это все делается вручную. Это все, естественно, дорого. Как мы знаем, все, что красиво и долго делается, все дорого. Это нормально. Это ручная работа. Это да. Я анекдот сейчас расскажу вкратце, вот для тех, кто не совсем понимает. Идет женщина по Арбату, ну, разные художники, там Анджелина Джоли, портреты, там, и дедулечка такой сидит, вот старенький уже. И она говорит: ну, дедушка, нарисуй меня. Он раз за 5 минут и нарисовал. Ну, говорит, с тебя 50 тысяч, доченька. Она говорит: как 50 тысяч, вы же 5 минут потратили. Он говорит: нет, солнышко, я на тебя потратил всю жизнь. Вот. Вот да. К чему я подвел, ребята. Мне попадало в руки Перуджино Визини тоже вот такое. Там, по-моему, это стоило только вот это 20 тысяч евро. Вот такая вот история. Убираем. Ну, они, кстати, стоят не, скажем так, не сильно не дорого. очень? То есть от, ну, скажем так, за 500 000, но это для
гравированного оружия не так много. То есть, то есть это оружие с гравировкой стоит 500 000? От 500 000, в зависимости от гравировки и от модели оружия, да. Ну, то Слушай, есть это вообще нормально. Это около 900 000. Я даже поэтому цену не стал спрашивать, думаю, сейчас я испугаюсь, и зрителей не будем пугать. То есть, а что так дешево-то? Ну, просто бывает... Итальянцы, значит, берут 20 000 евро за вот это, а наши берут меньше, намного. Вот же еще цена ружья и... При этом ружья, еще и отделка дерева. Карабин, тут очень важно, что сама работа была не только над металлом, отдельно еще гравировали крепления, и при этом отдельно еще работали над деревом. То есть это еще обработка дерева дополнительно. Вопрос сразу. Вы сотрудничаете, да, с тем, кто это делает? Совершенно верно. То есть вам могут принести карабин, теория или нет? В теории возможно, но он не со всеми карабинами работает. Дело в том, что тут же важен материал, из которого сделана ствольная коробка, соответственно, прицельные приспособления, вообще любой элемент. Соответственно, от этого мастер и отталкивается. Но Манлихер, видимо, может он работать. Да, он попробовал на ствольной коробке Манлихера, понял, что на ней великолепно это все получается и при этом очень долговечно. И поэтому вот Манлихеры он делает. Мужики, имейте в виду, ну и женщины, нас все смотрят, что вот через ребят, в принципе, как-то тоже это можно сделать или купить сразу такую красотищу готовую. В теории можно выбрать себе любой Манлихер, который у нас есть, и переделать его, ну, если захотите, гравировать. Шикарно. Поехали дальше. Фишка в чем? Это блазер, то есть у нас тут все органы управления совсем под рукой. То есть вот у нас кнопка взведения, это шпаншибер. То есть в чем особенность? Когда мы спускаем шпаншибер, у нас полностью спускается весь УСМ, у нас нет натяжения. Соответственно, мы сейчас взводим винтовку не взводом самого рукоятки затвора, да, а просто шпаншибером. У нас может быть патрон в патроннике, и при этом может быть спущен УСМ. Это безопасно, это хорошо. Из особенностей спуск у блазера очень хороший спуск. Ну, в общем-то, можешь сам попробовать. Ой, да. При этом баланс карабина такой, это именно среди охотничьих карабинов самый интересный баланс. Карабин идеально сбалансирован на ствольной коробке, именно на патроннике, и в руках лежит. Он очень короткий именно из-за своей системы запирания, и поэтому имеет малые размеры, малые габариты и хороший баланс. При этом ствольная коробка, точнее пластик на ствольной коробке очень износостойкий, он не царапается, очень долго держит, хорошо переживает перепады температур и хорошо лежит в руке. Единственная особенность именно в такой вариации Ultimate, хват тут больше не охотничий, когда мы обхватываем рукоятку, а очень удобен спортивный хват, да, когда вот мы я сейчас попробовал, да, мне очень понравилось. Ну и для охотников, конечно, круто, что оно реально очень легкое. Да. То есть ходить с ним удовольствие, потому что его практически вообще не ощущаешь, особенно если ты в зимней одежде. Ну, вообще. Оно, кстати, не комиссионное случайно? Совершенно верно, это комиссия, при этом это, ну, считаем, абсолютно новая комиссия, человек ее приобрел, она не подошла ему по габаритам, и он с ней сделал буквально несколько выстрелов контрольного отстрела и сдал. Настрел минимальный, 5 выстрелов, по-моему. Проверял его бароскопом. Человек просто приехал к нам, сразу же отдал, договорились с ним. И вот он его выставил на продажу, на комиссионную. То есть оно новое практически, но сдали в комиссионку. Совершенно То есть верно. человек вам может сдать оружие в комиссионку? Да, причем он может сейчас, последние методы вообще очень быстрого приема, скажем так, очень быстрого оформления. То есть у человека имеется оружие, и есть его фотографии, например, этого карабина. Человек хочет за этот карабин определенную сумму денег, он заходит в наш чат-бот, ну, вбивает туда данные, соответственно, карабина, вкидывает фотографии, сообщает цену. Если нас устраивает и его устраивают условия договора, ему не нужно отдельно приезжать и показывать карабин, он приезжает уже на оформление. Приезжает, сдает оружие на комиссию, и все, он спокойно ждет, пока карабин продается. Причем условия таковы, что сам клиент может выставить цену. То есть не мы выставляем цену, мы только предлагаем. А если его не устроит, он хочет, например, повысить цену, либо наоборот понизить, чтобы карабин быстрее ушел. Абсолютно спокойно, в договоре прописано. Так. Просто вы забираете, грубо говоря, какую-то комиссию за это. Да, совершенно верно. Да. Понятно. Ну, повторюсь, контакты, все ссылочки в описании. Ребята, у кого есть, скажем так, оружие, которое ему больше не надо, помните, что кому-то
это оружие может всегда пригодиться. И кому-то оно будет за счастье или за радость, может, он вообще всю жизнь об этом мечтал. Ну, я так себе Ижик вот купил, там я его хотел, там он не знаю какого года, на нем 0 выстрелов. Но оно в масле в заводском, а ему 40 лет. Просто оно в заводском масле. То есть мужик также, вот просто мужчина, решил, досталось от деда, отцу тоже не надо было, и ему. И в итоге вот оно у меня сейчас настреляло там, за 2 недели 550 выстрелов. Этот Иш, он не нарадуется никак вообще, что стреляет, и наконец-то за 40 лет. И вот, я к чему? К тому, что да, вот. В Самаре, к сожалению, у нас вот так все это не работает, вот, а ребятам с Москвы очень повезло. Ну да, есть сейчас такие варианты. Кстати, насчет комиссионного оружия, у меня самого комиссионный карабин, с которым, которого настрел суммарно уже под 8000, и он до сих пор пашет. То есть я его купил уже комиссионным, и он еще у меня работает, и работает вполне себе достойно. То есть комиссионное оружие, если оно было в неплохом состоянии, с хорошим уходом, оно считайте практически как новое. Да? А в таких случаях это вообще абсолютно новый карабин, который комиссионным является только на бумаге. Мы, соответственно, все карабины комиссионные, которые принимаем, мы их осматриваем. У нас есть несколько ступеней осмотра. Соответственно, у нас даже мы бароскопом проверяем, вставляем калибры, логично. Да. То есть проверяем калибрами ствол, калибрами патронник. И, соответственно, у клиента, если там винтовка дорогая или высокоточная, у нас даже есть специальный отстрел. То есть на 100 метров мы отстреливаем, чтобы человек знал, какая группа, каким патроном с этого ствола. Ну и повторимся, тут даже скоба Генри бывают, ребят, как мы уже ранее говорили. Да. К сожалению, я ее не застал. Вот. Последние карабины, да, скоба Генри, Спрингфилд, Вектор, Крис, был Арисака и ППШ. Да. Пожалуйста. Ну и, ребят, в заключение к видео хочу сказать, что такое количество прицелов я вообще в своей жизни в одном месте не видел. И коллиматоры, и прицелы, и ночники у нас там есть, и бинокли, и трубы так называемые, да, там пиратские, блин. Вкратце, чего это такое вообще? Что такое? Ну да, есть у нас выбор оптических прицелов, приспособлений оптических разного рода. То есть есть и загонные прицелы, ночные, тепловизионные, высокоточной оптики очень много. Бинокли, причем бинокли есть обычные с дальномерами, есть монокуляры, трубы там 120-кратные, те же самые Сваровски тоже. То есть под высокоточку очень много. Треноги. Ну, скажем так, дополнительного оборудования под высокоточку достаточно много. Тепловизионные сейчас актуальны прицелы, их тоже немало. Есть и отечественные, и зарубежные, те же самые китайские. Есть, кстати, и тепловизионные приборы, те же самые Сваровски. Вот сейчас у нас появились ЗИГ К-10. Я вам завидую, конечно, москвичам сейчас. Ё-моё. Ну да, ну как завидую, они бывают и в, скажем так, в других городах, просто не в таком количестве. Тут в одном месте просто все собрано. Даже, да, грустно как-то мне, если честно, стало. Ну, мы можем отправить и в регионы. Это ведь не лицензионный товар, то есть тут то есть вы его можете отправлять? Конечно, это же прицелы, приборы, то есть кроме патронов и оружия мы можем все отправить по России без каких-либо проблем. Причем с ДЭКом, почтой. Слушай, класс. Ну да, логично. Блин, у вас интернет-магазин есть? Совершенно верно. Тоже да, есть. Ссылочки тоже приложим в описании. Предлагаю завершаться. Вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода. Пока-пока. До свидания. Спасибо большое. Был рад видеться, встретиться, познакомиться. Взаимно.